Всем привет! А хотите охладиться? Пока еще есть такая возможность. С тех пор, как через перевал Фурка 150 лет назад построили современную автомобильную дорогу, здесь побывали тысячи туристов. Все они приезжают, чтобы увидеть уникальную панораму Ронского ледника. Обычно все паркуются у гостиницы «Бельведер», всего лишь в 200 метрах от нее расположен вход в ледяной грот, который каждый год заново пробивает в толщу льда. А в 19 веке и до начала 20 века язык ледника спускался до дна долины возле деревушки Глечи. Со временем эти великолепные места начали привлекать путешественников. Поэтому в 1882 году молодой бизнесмен Джозеф Сейлол решился на весьма рискованное строительство и создал отель на одном из поворотов горного серпантина. На протяжении десятилетий его отель, получивший название «Бельведер», был одним из самых знаменитых отелей Швейцарии. А дорога, ведущая к нему, прославилась благодаря экстремальной погоне на автомобилях в фильме «Голдфингер» о приключениях Джеймса Бонда. Нигде в мире нельзя было проехаться так близко к краю ледника, поселиться в гостиничном номере с великолепным видом с балкона на грандиозный застывший поток льда. Отель привлекал огромное количество отдыхающих. В начале 20 века посетителей ледника Рона и отеля становилось все больше и больше благодаря открытию двух новых железнодорожных линий. По ним активно курсировали паровозы, перевозя огромное количество путешественников. Когда массово стали появляться легковые автомобили после Второй мировой войны, все больше и больше желающих могло позволить себе прокатиться с ветерком по горному перевалу, посетив невероятный ледник и остановившись в отеле хотя бы на ночь. Однако, начиная с 60-х годов прошлого века, количество посетителей в отеле резко сократилось. Автомобили стали слишком мощными и быстрыми, так что ранее 2- или 3-дневная поездка через перевал стала однодневной прогулкой. Гости, которые раньше оставались на ночь, теперь успевали посетить знаменитый ледник Рона, а в отеле лишь пообедать или просто выпить чашечку чая или кофе. Да и сам ледник из-за глобального потепления сравнительно сократился. В наши дни здесь появилось еще две достопримечательности – ледяной грот возле отеля «Бельведер» и зарождающееся озеро у подножия ледника. Снаружи ледник выглядит бело-серым, но внутри 100-метрового тоннеля и замыкающей его ледяной комнаты все искрится и переливается сотнями оттенков голубого и синего. К сожалению, язык ледника сокращается на 30-40 метров каждый год, иногда даже больше, чем на 10 сантиметров в день. Всего лишь за 1,5 столетия он стал на целых 1300 метров короче, хотя еще несколько веков назад эта территория была полностью покрыта льдами. Интенсивный лед тает летом, и если в начале сезона в апреле ледяной грот достигает в длину 100 метров, то к концу лета он теряет около 30 метров, а мы как раз были в конце сезона. Так что если хотите увидеть эту красоту своими глазами, то лучше поторопиться, как знать, может быть через несколько лет ледник и вовсе растает.